круто. Заходи. Давайте поглажу, пока булька не видит. Давай, давайте. Кушать. Идем, пошли кушать, идем. Пошли. Всем привет! Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу. Сегодня новый сезон начинается. Первый ролик в 2023 году. Поздравляем вас с Новым годом и желаем вам, чтобы в 2023 году сбылись ваши проекты, исполнились ваши мечты. Ой, индюшка белая куда-то пошла. Давай сейчас за ней последим, Да, куда у она. нас уже не только черная куда-то ходит нестись, но и белая. Видите, здесь черная и белая. А та белая пошла в лес тоже туда. Оп, уже ходит туда. Так тихонечко отдалилась от всех, да? И пошла тоже в лес. Идет. В том же направлении, куда и черная ходила. Ну не может же у них быть одно гнездо на двоих? Ну вряд ли. Пошла уже звезда. Тоже туда же идет, да? Туда же идет, ну. Пошла. Я объявляю 23-й год годом просто жизни, наслаждения и отдыха. Все наши зрители видели, что 20-й, 21-й, 22-й у нас была, наверное, пятилетка за год. Мы построили дом для гостей, мы построили погреб и полностью довели до ума дом. То есть он у нас тоже 100% готовности. Надо сейчас с этими трудами как-то и понаслаждаться немножко. Вроде бы залазить в то же место, куда и черная залазила, да? О, нет ее, не видно. Да, вы посмотрите. Она села там, где и сидела наша черная индюшка. Я близко не подхожу, чтобы не спугнуть. Мы там яйца периодически забираем, оставляем одно-два. Идем. Пчелка, Джина, пошли назад, пошли на выход. Куда? Идем назад.
Выходим. Свинки все жирненькое съели, а картошку доедят овцы. В 23-м году у нас на канале не будет сниматься наша африканка Боки. В новогоднюю ночь она уехала в Занзибар. А вы заметили по овцам? Вот не Гриша и его 4 овечки. Больше овец у нас нету. Мы продали Нани, ягненка и Ярочку от Майки. Мы давно это планировали сделать, потому что Нани курдючная овца. Еще когда был продан Гоги, уже тогда было это все в планах. Мы уже тогда договорились с покупателем, и только сейчас он за ней доехал. Курдючные овцы, это мясосальная порода. Мы мало того, что сами их не едим, ну а вот приехал казах, которому вот надо такая порода, он в Беларуси живет. А мы в дальнейшем планируем разводить дорперов. Знаем, что вы уже загрустили по Нани, поэтому еще не успели понаслаждаться тем маленьким ягненочком. Ну, мы пошли на опережение, сейчас меньше жалко, пока он маленький. Например, будет ему 3 месяца, мы не успеем его продать в 3 месяца. И нам что придется сделать? Нам придется его зарезать, потому что он начнет прыгать и оплодотворять наших овец. Сейчас все-таки меньше жалко. Они пошли на разведение, все троем в одно место, а мы будем дальше разводить и размножать. И не было бы продажи у нас, пришлось бы колоть самим. Или разводить их тут. Уже было бы, наверное, вот за этих 3 года у нас, наверное, тут, если всех животных не продавать, уже голов 300 было бы. Знаете, почему белка сюда заглядывает? Она проверяет, или хозяин побелил все доски. Все покрашены у нас, осталось прикрепить их на потолок. Ну, уже сейчас после Рождества это все сделаем. Нам привезли вот эти лавочки уже. То есть за наш стол влезет примерно сейчас вот 20 человек. Ой, это посылки надо распаковать еще. Читал комментарии, что за такой стол, как у вас, шикарный, какие могут быть лавочки. Но я теперь сейчас думаю, когда видят их зрители, берут свои слова обратно. Ну представьте, чтобы было вокруг стола 20 стульев. Ну, то есть, как бы, вообще было бы некрасиво. А так оно в один цвет, в один стиль. То есть, только чем отличается? Тут 10 сантиметров, а здесь 5 сантиметров. Вот. И все то же самое. Черные ножки, дубовое полотно. И все 4 лавочки по-своему красивые, все разные. Но уже поставим их вокруг стола, когда подобьем потолок. Как бы вроде бы пару дней с вами не виделись, а сколько изменений произошло на хуторе, да? Надо новой еды наварить, а эту на вечер оставить уже ждет. На завтра наварим. И, кстати, посмотрите, ничего не прилипло в этот раз. Все чистенько, потому что сначала кинули шкурки, потом картошку и потом только зерно. Снег растаял, и вода всего лишь на 2 бочки сейчас в земле. Близко-близко грунтовые воды стали. Хотя только январь месяц.
Вот, когда на улице плюс 15, здесь плюс 5. И когда на улице минус 15, здесь тоже плюс 5. Вот классно, что здесь всегда стабильная температура. Не теплеет, не холоднеет. И уже, несмотря на то, что грунтовые воды, видите, в колодце пришли вверх, здесь все сухо. Так что погреб Мы ему очень довольны, да? работает. Ты уже тут охраняешь? Сейчас да, пошли разогнивал. Вот он чуть-чуть, да. Да, только дайте пройти. Все, пусть кипит. Через 2 часика закинем зерно молотое. Вообще, если честно, не нарадуемся. Получается, одни плюсы. На приготовление теперь времени идет меньше, потому что варим не каждый день, а раз в 3 дня. Зерна идет. Если раньше каждый день давал по ведру зерна, то сейчас ведро на 3 дня. То есть экономия пищи. Дров 2 раза подкинул, готово. Экономия дров. Дома не воняет. Супер. Че мы 3 года здесь жили без него? Пошли посмотрим, что индюшки нам нанесли. Идем. Они же их даже закапывают листьями. О. Я уже забирал пару раз отсюда яйца. Сейчас 4 яичка. Оставим 2 им. Хватит с них. А 2 домой. Чтобы они не чувствовали, что их ограбили. В сарае пособираем яйца. Сидят. Тут еще у нас яички. Тут белая несется одна, да? Наверное. 2 там, 1 здесь. Вот здесь еще яйцо есть. Так, девчонки. Тут вообще штук 10. Вы как пулемет. Как с пулемета, серьезно.
Маленький, да, мы не Там у нас успеем еще яйца гнездо есть, съедать. идем. И тут еще 5 штучек. И уже в холодильнике в 10 раз больше. То не хватало яиц, то мы не успеваем сейчас съедать, уже даже раздаем те яйца. Вот и скажите, всего лишь 10 курочек и 3 индюшки. На семью это во! Хотя у нас сейчас был рекорд установлен. 1 января в Брестской области было от 14 до 16 градусов тепла. Это рекорд после военного периода. Такой температуры никогда не было. И нам уже даже не хочется снега и не хочется зимы. У нас просто сейчас весна. Все? Уехала Боки, да? Теперь только твоя кровать, что ли? Есть посылка. Пошли посылку распакуем. Посылка у нас из Москвы от Елены. Вань, вот это вот тяжелое, ладно. Но я знаю, от кого вот это и куда. Вот это, Ваня, она выслала именно тебе. Нет. Ну, сказала, что здесь ты можешь в интернете скачать любую фотографию, которая только может быть. Даже взять свою или папы с мамой. И как-то забить в интернете, и тебе полная инструкция придет, как сделать картину. Вроде бы даже нитками. Будешь заниматься такой работой? Конечно. Если мама поможет. То есть ты скачиваешь, например, свою фотографию и ее потом делаешь вот такой. Это очень похоже, знаешь, на что? Помнишь, у нас висит на домике такая, с ниток. Ага. Art and Meditation. String Art. 50 на 50. Будет полуметровая картина. Тебе только надо определиться с выбором рисунка и найти в интернете этот рисунок. Можешь даже у нас в Инстаграме скачать. Интересно тебе или нет? Конечно. Ого. Вот нитки специальные. Это подставка для нее, я так понимаю. Не доставай картину из коробки до окончания ее сборки. Да? Наверное. Короче, пускай в коробке так и лежит. Найди фотку. Картина из нитей по твоей фотографии. Инструкция по сборке. И твой код есть персональный. Видишь? Ты по этому коду заходишь на их сайт и по ходу делаешь. Видишь? Можешь даже его сам себя сфотографировать и сделать картину. Я не знаю. Я надеюсь, это не неделю надо делать. Мне кажется, даже несколько месяцев. Да. Да. Я думаю, да. То есть не часик? Нет. Нам такая не нужна тогда. У нас работы много. Тебе не нужна, а Ваньке нужна будет. Ну, не делай, что хочешь.
У тебя уже в голове нарисовалась какую-то картину, хочешь, еще нет? Нет, еще думаю. Спасибо вам большое. Ну вот думай. Так, а тут что-то нам еще есть. Оп. Тут уже тебе нет, тут можешь не смотреть. А может, есть. Может, есть. Нет. Оп. Давно вас смотрю, резюмирую. Какой молодец Дмитрий. О девчонках всегда заботится. Тяжелое все сам. Господь и родители дали вам необычную харизму и открытую улыбку. Чувство юмора. Другим тоже дает, но добра во многих людях нет. Это на камеру не сыграть. Ладно, не будем читать. Не будем. Тут много читать, полролика займет. Дальше. Вот это что? Фруктовый сокочай. Каждый листик чая пропитан свежевыжатым соком для здоровья и наслаждения. Ого. Ну да. Я такого еще не видел, но и не слышал даже никогда. Сокочай. Дальше. Конфеты. Шоколадный крем. Еще пакет конфет. Халва. А, еще. Птичье молоко. Птица дивная. Ну, по-любому будет птичье молоко, да. Нашли время дарить. Я вот пообещал всем, что я после Нового года сладкое не ем. Значит, должен... Раздадим Ване с собой, Юре, детям, да, я не буду есть. Что это? Вот я уже знаю, что, а ты угадаешь, что, возьми. Вот покрути, ты не угадаешь ни за что. Не знаю, что это. А вдруг я сейчас не угадал? Мне кажется, это сушеная рыба. Да, сушеная рыба. Наверное, хорошая. Но это точно мне уже. Рыбка сушеная. Сейчас же рыбалки нету. А какая она пахучая. Это какая-то необычная рыба, это очень пахучая рыба. Потому что ты давно ее не ел, поэтому она тебе так пахнет. Да, я соскучился, мы же давно на рыбалку не ездили. Столько пакетов, чтобы не пропахло ничего. Ну это платвички. Пахнет. Обалдеть. Посушенный, как я люблю. Вот, я люблю, когда с кишками, потому что она будет жирная, мне кажется. И мне кажется, тут даже икра есть моя любимая. Опять? Вот этот чай почему-то совсем другой, да? Так. Еще такой сокочай. Они все разные. Это получается, походу, сумка. Такая пляжная сумка. Полотенце взял, пошел на пляж. В такой можно и в магазин, и на пляж, куда хочешь. Походу, тут каждому нашему другу по такой. Сколько сумок. Еще сумки не закончились. А это другие сумки, такие. Вот еще сумочки.
Что это? А это на стол, нет? Да, Да, ну на стол. Это у нас на веранде нашей каждому. Хоп, пришел, чтоб хочешь что-то делаешь, пьешь чай. Хорошие штуки на стол, да? Да? А почему там туфля? Сейчас расскажу. Ага, Это, в общем, когда ты сапоги на зиму складываешь, ага. туда вставляешь сапог. А, Хорошие подстаканники. Хорошо, что с инструкцией. В общем, это для хранения сапогов. не сапогов, а сапог. Да, уже сапогов, уже так опозорился, уже что можешь, что хочешь говорить. Уже всё. Такой каждому дам. Елена, спасибо большое. Ну, там все было написано, поэтому что значит письма не читать, да? Да, Все, спасибо. спасибо большое. Тут все было по инструкции. Диме чай, рыбка в баню. Знаю, что у вас есть печка, но это, говорит, астраханская, очень вкусная. Потом родители Димы чай и сумка, родителям Вали чай и сумка. Юре чай и супруге, сумка, конфеты всем. Тут в этом месте, где у нас стоял аэратор, то уже полностью даже лед растаял. Ну так на пруду осталось вот такой вот сантиметров, наверное, 2-3 льда. И по мере таяния вода прибывает. Вот каждый день я тут переставляю примерно так на сантиметров 10. То есть уже нижняя ступенька уже под водой. Но это еще не все. В прошлом году была затоплена и это, и максимальный уровень воды был вот тут вот. То есть вот это еще должно, прибавилось пока где-то сантиметров 50, прибавится еще 1,5 метра вот так вот вверх. Так что весны еще ждать далеко. Еще будет и снег, и дождь, пока она до сюда наполнится. Кости воруют. Мы сейчас находимся на нашем гектаре, где овцы будут проводить летом большую часть времени. Я вот для Негриши с Шанелькой и с Белкой такие грабли сюда поставил. Мы когда были у Валентина, у него вот так же само грабы были прибиты. То есть дорперы порода похороша тем, что их не надо стричь, как обычных овец. Не только потому, что они мясная порода без запаха, но потому, что они сами скидывают шерсть. То есть машинкой 2 раза в год их не надо день тратить на это. Поэтому они как козы линяют. По сути, нам получается 3 надо сейчас постричь. Это весна придет, нам только Машка, Дашка и Майка, и все. А не Гриша с Шанелькой будут здесь об спину тереться и свою шерсть оставлять на земле. И у Машки уже такое вымя, о,
Я думаю, в течение месяца она тоже сейчас приведет и родит ягненка именно от негришки. Там уже такое и вымя, что хоть дои ее. Давайте спилим этот забор, пока сейчас печку топим. Он стоит уже здесь 3 года. Легко простоял бы еще 3. Видите, он просто чуть-чуть меньше стал. Засохли эти ветки. Но он сейчас уже нам мешает. Мы его строили еще, когда здесь не было выхода. Когда дом был меньше по размерам. За 3 года тут земля стала выше, чем где-либо. Надо поравнять. Почва такая лесная, легкая. Все, отсюда идет дым, а отсюда уже пошел пар. Это значит уже, что подкидывать точно уже не надо. Наоборот, пускай остывает. И когда уже немножко остынет, открутим, засыпем зерно. Еще! Еще чуть-чуть. Всем пока! Всем пока!